Привет, Арми. Добро пожаловать обратно на этот канал. Кто бы мог подумать, всего одна простая фраза Чингука может заставить Тэхёна улыбнуться на публике, но заплакать после окончания трансляции? Этот момент шокировал миллионы Арми по всему миру, подняв большой вопрос, что именно сказал Чингук, что заставило Тэхёна не сдержать слез. Возможно ли, что простая фраза Чингука могла заставить Тэхёна, известного своей силой, улыбнуться на публике, но заплакать после окончания трансляции? Этот вопрос оказался в центре внимания после того, как после одного из прямых эфиров BTS был раскрыт эмоциональный момент, оставивший после себя много вопросов. Почему Тэхён не смог сдержать слез? Что же именно было неожиданным посланием Чингука, о котором фанаты до сих пор говорят? Этот факт не только шокирует, но и потрясает миллионы Арми по всему миру. Эта проблема впервые возникла из-за короткого видеоролика, который быстро распространился в социальных сетях. В клипе Тэхён смотрит вниз, вытирая лицо, словно пытаясь скрыть слезы, вскоре после окончания трансляции. Вскоре после этого поползли слухи. Сообщается, что причиной слез стало личное сообщение Чингука, переданное в конце трансляции. Эта информация поднимает серьезный вопрос, что в сообщении вызвало у Тэхёна такие эмоции? Этот феномен, безусловно, неотделим от динамики отношений участников BTS, которые часто оказываются в центре внимания общественности. Тэхён и Чингук, две личности, известные своей близостью, часто привлекают внимание своим эмоциональным взаимодействием. Но на этот раз это было необычное взаимодействие. Было что-то более глубокое, более личное, что, казалось, не позволило Тэхёну сдержать свои чувства. Ходили слухи, что сообщение было связано с расставанием, неопределенностью в будущем и даже возможностью индивидуальных занятий, которые начали занимать внимание каждого участника. Реакция фанатов на эту новость была невероятно бурной. Арми заполонили свою ленту домыслами, аналитикой и даже цитатами, якобы из сообщения Чингука. Многие выразили шок и эмоции. Многие также были обеспокоены эмоциональным состоянием Тэхёна после инцидента. Были ли слезы отражением усталости? Или выражением благодарности за трогательные слова? Оглядываясь назад, можно сказать, что эмоциональная связь Тэхёна и Чингука часто проявлялась на публике. Но на этот раз контекст был иным. Сообщение, переданное вне эфира, в самый личный момент, стало достоянием общественности, добавив драматизма, который было трудно игнорировать. Внутренний источник в корейской индустрии развлечений даже заявил, что этот инцидент был неотделим от огромного давления, которое испытывали два мировых артиста. Были определенные фразы, сказанные Чингуком, настолько личные, что было сложно не отреагировать эмоционально, цитирует источник местные СМИ. Это заявление еще раз подтверждает, что этот момент был не просто слезами, а отражением эмоциональной близости, редко встречающейся в столь откровенном формате. Инцидент также вызвал споры среди ученых поп-культуры и медиа-обозревателей. По мнению некоторых аналитиков, слезы Тэхёна можно рассматривать как символ сложных отношений между личной жизнью и общественными ожиданиями, возлагаемыми на К-поп-айдолов. В культуре, требующей совершенства и контроля над эмоциями, такие моменты дают возможность раскрыть свою человечность. За кулисами, за светом софитов редкое явление. Послание Чингука и реакция Тэхёна демонстрируют реальность. Даже такие звезды, как BTS, не застрахованы от болезненных внутренних переживаний. Между тем, HYBE, агентство BTS, до сих пор не опубликовало официального заявления по поводу этого инцидента. Молчание компании лишь подогрело слухи и обострило ситуацию. Некоторые фанаты считают, что HYBE намеренно способствовало распространению слухов, чтобы привлечь внимание общественности к деятельности группы и отдельных участников. Однако другие считают, что такая позиция может иметь негативные последствия, особенно если слухи не соответствуют действительности. И снова возникает вопрос, почему HYBE решили так долго хранить молчание, несмотря на то, что эта тема стала главной темой для обсуждения во всем мире? Эту историю делает еще более эмоциональной тот факт, что многие фанаты разделяют чувства Тэхёна. Эта солидарность очевидна в комментариях, заполонивших социальные сети.
Один написал: если Тэхён плачет из-за Чингука, значит, они вместе переживают нечто важное. Другой добавил: послание может быть простым, но для тех, кто слышит его лично, последствия могут быть глубокими. Подобные высказывания демонстрируют, что фандом не просто пассивные зрители, а скорее живет в рамках эмоциональных историй, создаваемых их кумирами. Но является ли это послание действительно личным? Или оно связано с чем-то большим, возможно, с направлением карьеры, будущим BTS или даже с какой-то нераскрытой внутренней проблемой? Некоторые предполагают, что Чингук прощается со своим сольным проектом, что можно интерпретировать как уход от групповой деятельности. Другая теория предполагает, что послание связано с эмоциональным здоровьем обоих участников. Эта неоднозначность разжигает жаркие споры. Феномен слез Тэхёна после прямой трансляции с тех пор стал академической темой на нескольких форумах, посвященных анализу поп-культуры. Профессор Ким Хян У, эксперт по массовым коммуникациям из Сеульского национального университета, считает, что этот момент представляет собой так называемую эмоциональную утечку, неконтролируемое явление, возникающее, когда человек находится под большим давлением. Он считает, что Чингук, как самый младший участник группы и самый близкий к Тэхёну, способен произнести простую фразу, которая психологически затронет глубокие эмоциональные воспоминания. В контексте К-поп-культуры, которая делает акцент на контроле эмоций на публике, подобные эмоциональные утечки редки, а когда они случаются, то оказывают огромное влияние, поскольку воспринимаются как искренние. Пока публика все еще недоумевала, корейская СМИ опубликовала дополнительную информацию о том, что сообщение Чингука содержало как благодарность, так и извинения Тэхёну. Хотя полный текст не был опубликован, источник, утверждающий, что знаком с ситуацией, сообщил, что сообщение было глубоко личным и касалось их долгого пути в музыкальной индустрии с момента дебюта. Для посторонних это могли быть просто обычные слова. Но для Тэхёна эти слова смогли пробить эмоциональную стену. «Вот почему он плакал», — сказал источник. Этот факт вызвал новую волну спекуляций среди ARMY. Было ли что-то, чего они не знали об их отношениях? Международные фанаты начали анализировать каждую деталь финального прямого эфира BTS, фрагменты мимики Чингука, интонации его голоса и даже паузу перед последним предложением. Некоторые отметили, что голос Чингука звучал ниже обычного, словно он что-то скрывал. Другие отметили, как Тэхён тут же опустил голову, услышав эти слова. Этот анализ показывает, что фандом BTS не просто пассивный потребитель, а активный интерпретатор каждого жеста своих кумиров. Этот феномен, по мнению экспертов в области цифровых медиа, отражает то, как современный фандом формирует коллективные нарративы посредством активного участия. Тем временем несколько корейских журналистов, освещающих индустрию развлечений, попытались подтвердить истинность этой проблемы с помощью HYBE. Однако единственным ответом, который они получили, было: «Мы не можем комментировать личные моменты артистов». Это краткое заявление, вместо того, чтобы успокоить общественность, лишь подогрело спекуляции. Почему такая крупная компания, как HYBE, решила хранить молчание, когда эта тема стала главной темой мирового обсуждения? Некоторые наблюдатели считают, что эта позиция намеренно защищает частную жизнь артистов и создает простор для интерпретаций, что усиливает привлекательность BTS для публики. Другими словами, двусмысленность – эффективная коммуникационная стратегия. Однако для ARMY эта двусмысленность кажется удушающей. Многие фанаты признались, что плакали, пересматривая видеоклип. Они писали эмоциональные комментарии, например: «Я никогда не видел Тэхёна таким уязвимым перед камерой». Или: «Если он плачет из-за Чингука, значит, их дружба гораздо глубже, чем мы думали». Еще более удивительно, что эта проблема вызвала широкую дискуссию о психическом здоровье К-поп-айдолов. Несколько неправительственных организаций, специализирующихся на психическом здоровье молодежи, отметили этот инцидент как сигнал тревоги о том, что давление на мировых артистов, таких как BTS, огромно и может иметь серьезные последствия. Мы наблюдаем феномен, когда от артистов ожидают не только постоянного счастья, но и того, что они должны быть символом силы, несмотря на то, что они обычные, уязвимые люди, заявил представитель Корейской ассоциации психического здоровья.
Таким образом, плач Тэхёна был воспринят не только как личное выражение, но и как отражение структурных проблем в корейской индустрии развлечений. Проблема обострилась, когда несколько анонимных пользователей на популярных корейских онлайн-форумах, таких как Теку и Натипен, опубликовали заявление о том, что сообщение Чингука касалось его личных планов, которыми он еще не делился публично. Этот момент до сих пор остается большой загадкой для ARMY. Были ли слова Чингука просто посланием, или же они содержали глубокий смысл, понятный только Тэхёну? Одно можно сказать наверняка: за великолепным выступлением BTS всегда стоит трогательная история, которая трогает сердце миллионов поклонников по всему миру. Что думаете, ARMY? Оставляйте свои мысли в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующее обновление.